Всем привет! Какой вид? Супер! У большинства из нас Турция ассоциируется либо со страной all-inclusive, где аниматоры в отелях, танцы живота, либо с азиатской страной, где много базаров, мечетей и достаточно консервативные люди. Все зависит от того, в каком регионе мы чаще были. Но что будет, если я скажу, что в Турции есть регион, который очень даже по-европейски выглядит, и если отсюда убрать мечети и достаточно большое количество турецких флагов, то он будет выглядеть, как типичный европейский южный город. В этом видео хочу показать Измир и два морских курорта рядом с ним, по моему мнению, лучших — это Алачати и Чешме. Здесь живут достаточно открытые, неконсервативные люди. Из кафешек чаще играет зарубежная музыка, чем турецкая. Здесь не так много мечетей и достаточно много наследия от греков, потому что до начала 20 века здесь жили именно греки. Не будем сильно затягивать начало. Это канал Travel Hub. Меня зовут Дима Михненко. Погнали! Вначале покажу карту. Обычно все летят в Анталью, или, если мир уже повидали, в Каппадокию. Возможно, вы подумали, что я покажу вот эту, совсем небольшую часть Турции, которая физически находится в Европе. Но мы полетели сюда, и это было одно из наших лучших решений. Здесь находится Измир, Алачати, Чешме и Эгейское море. Что еще нужно для счастья? Начну свой рассказ с Измира, и на фоне таких мест, как Стамбул, Анкара, Анталия или Каппадокия, лично я очень редко слышу про город Измир, хотя он третий по величине в Турции. В нем живет около 3 миллионов человек, второй по величине порт страны, и Измир считается самым либеральным в Турции. Можно перечислять еще немало фактов про него, но это видео не про пересказ Википедии, а про эмоции, которые получаешь от другой страны и города. И первое место, которое хочу показать в Измире, это Часовая башня. И если вам вдруг кажется, что вы где-то ее уже видели, то, скорее всего, вы были в Батуми, потому что там находится ее копия. Это башня в Батуми. А так выглядит Измирская башня с воздуха. Как видите, там всегда много людей и голубей. Один из них чуть не врезался в Марсика. Это мой дрон. Раньше она даже была изображена на турецких лирах. Из нее чача не льется, как в Грузии, но время часы показывают точно, и это одно из самых главных туристических мест в Измире. Чуть больше, чем за 100 лет своей истории она останавливалась только один раз, после землетрясения в 1978 году. И сейчас я хочу поговорить именно про это. Когда приезжаешь в Измир, его масштаб и размер правда впечатляют. У города не видно края, но при этом почти все здания невысокие, потому что Измир находится в сейсмически опасном регионе. И серьезные землетрясения здесь происходят почти каждый год. Например, в 2020-м рядом было землетрясение магнитудой 6,9 баллов. В городе было разрушено или получило серьезные повреждения 230 многоэтажек. Так что по городу часто можно встретить такие дыры. На этом месте раньше стояло здание, которое снесли из-за сильного разрушения после землетрясения. Несмотря на то, что Измир находится возле Эгейского моря, и здесь очень даже хороший климат, пляжей внутри города нет. Здесь порт и промышленность. С одной стороны, это, конечно же, плохо. Но с другой стороны, если попытаться найти хоть какие-то плюсы в этом, то вдоль всего города идет длинная набережная, где нам очень понравилось гулять. Море, солнце, променад, огромный город. И мне сразу же вспомнились Салоники в Греции. Забегая наперед, скажу, что по этой набережной вы будете гулять 50% всего времени в Измире. Потому что, во-первых, она правда кайфовая. А во-вторых, по ней можно дойти до большинства достопримечательностей Измира. И вот так раз по ней можно пройтись от Часовой башни до лифта Асансер. Еще одной визитной карточки города. Такой вид открывается с лифта, и я думаю, что сюда точно нужно прийти. Этот лифт соединяет нижнюю и верхнюю часть Измира.
Сейчас им больше пользуются местные жители и туристы. А вот 100 лет назад это очень даже сильно помогало рабочим носить грузы из порта в верхний город. Посидеть в этой кафешке возле лифта с таким видом и взять свежевыжатый апельсиновый сок за 15 лир — это прям то, что я могу рекомендовать в Измире. Рядом с лифтом находится райончик, где есть граффити на ступеньках. Ну, почти как в Стамбуле. Наверное, я бы посоветовал искать жилье в Измире только в центре. Во-первых, город очень даже холмистый, и лифт-асансер тому подтверждение. Во-вторых, город очень большой, как по площади, так и по населению. При этом в мегаполисе всего лишь одна ветка метро. Есть, конечно, трамваи, автобусы и моя отдельная любовь — паромы, но пробки в городе очень большие. И если вы найдете красивую квартиру с хорошим видом на центр, то, скорее всего, она будет на холме, и до центра можно будет ехать достаточно долго. В описании я оставлю ссылки на сервисы, где всегда бронирую авиабилеты и отели. Там есть много вариантов в центре Измира. После лифта мы пошли к одной из самых высоких точек города — крепости Кадификале, чтобы встретить там закат. Что хорошо в этом городе, так это то, что когда гуляешь, практически с любой улицы видно или море, или горы. И я считаю это круто. Пока мы с Настей шли к Закатишной, увидели, как выглядят обычные улицы Измира в спальных районах. И мне кажется, это не очень красиво. Но если на лифт поднимаются практически все, то вот на Бархатный замок только избранные, потому что подъем сюда совсем нелегкий. Но вид того стоит. Супер. Правда, красивого заката мы так и не увидели в тот вечер. Бархатную крепость еще называют Кадификале. По одной из легенд, ее основал Александр Македонский. Но она разрушилась во время очередного землетрясения. Это остатки уже более современной крепости. В 2020 году ее добавили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, но, если честно, сюда стоит приезжать только ради вида. Сама крепость в полуразрушенном состоянии. Фотографии тоже не получатся мега красивые, так как все находится достаточно далеко. А трущобы под этим замком могут запомниться больше, чем сам вид. Собственно говоря, это все интересные места, которые есть в Измире, по моему мнению, и я считаю, что для 3-миллионного города это очень мало. Но хорошая новость заключается в том, что рядом с Измиром есть деревушки под названием Авачати и Чешме. И вот там есть что еще посмотреть. Туда и направляемся. Ну все, давай смотри. Ха-ха-ха, крупничок. Ну чё, ну как? Ну, ты сфоткал чуть не так, как я тебе показала. Там Вот все не так? Все не так, Дим. Давай по новой, Миша, все. Как видно по этим кадрам, Авачати и Чешме — это очень инстаграмные городки. Я думаю, что мне снова нужно открыть карту и показать, где конкретно они находятся. Здесь Измир, а здесь полуостров Чешме. Как видно, он с 3 сторон окружен Эгейским морем, а в Авачати вообще можно пойти скупаться и на север, и на юг. В начале видео я сказал, что местные жители ездят отдыхать именно сюда. И, собственно говоря, вот самый яркий ответ почему. Так выглядит море в Измире. И так оно выглядит в Авачати. Мне кажется, выбор очевиден. Это, кстати, пляж, который понравился нам больше всего — Элиджа. Наверное, самый популярный пляж в Авачати — это Элиджа, который находится за моей спиной. Он широченный, очень длинный, около 3 километров. И, соответственно, здесь всегда найдется еще одно место в сезон для хорошего человека.
Здесь чистейшая вода, как и в большинстве мест на Эгейском море. Но, кроме всех этих, хоть и приятных, но достаточно базовых вещей для данного региона, этот пляж выделяется тем, что его полюбили виндсерферы. Виндсерферам и кайтсерферам в этот день повезло, и на море так раз был хороший ветер. Примерно за 200-300 евро и несколько дней обучения можно базово научиться кайтсерфингу или виндсерфингу в Алачате. И это одно из самых лучших и безопасных мест для подобных вещей, так как глубина бухты невысокая, от полуметра до 1,5 метров, и ветер дует почти всегда. Здесь даже проводятся чемпионаты мира по этим дисциплинам. Ну и сам пляж нам очень понравился. Широкий и длинный. После последнего отдыха в Черногории с переполненными маленькими пляжами это просто небо и земля. Рядом с пляжем есть красивая набережная, где много кафешек возле воды с такими маленькими и уютными столиками. Элиджа находится на севере Алачати. Мы съездили и на южный пляж, который называется Чарк. Но, наверное, в октябре за ним уже никто не следит, море было грязное, пляжи не убранные, добираться дольше и вид не такой красивый. Еще и объявления о морских ежах. В общем, я его не рекомендую, хотя на Google картах его рейтинг 4,2 из 5. Но, зато в отличие от Элиджа, там была марина для яхт. А сейчас, я думаю, пора перебираться в центр. Если смотреть в интернете самые популярные места в Алачате, то, скорее всего, там будут только эти ветряные мельницы. И все. Но здесь есть еще что посмотреть и где погулять. Эти ветряные мельницы стоят с 19 века, и греки их построили именно здесь. Не зря, потому что полуостров окружен с 3 сторон морем, и сильные ветра дуют очень часто. Собственно говоря, поэтому и Алачати, и Чишме окружены уже современными ветряками. Наверное, я еще никогда в жизни не видел столько ветряков в одном месте. В кадр не попало даже 1% всех ветряков между Измиром и Чишме. Респект туркам за то, что развивают зеленую энергетику. Кстати, эти древние ветряки очень неплохая локация для встречи заката, так как в старом городе солнце пропадает намного раньше, а вот на холме с ветряками оно еще есть. Но если пойти уже гулять по старому городу, то вас ожидает огромное количество цветов на домах, деревьев с оливками, апельсинами, гранатами, лимонами на улицах. Действительно красивые граффити, никуда не спешащие люди, коты, собаки. Иногда они мне даже мешали поработать. Сотни разных кафешек и, наверное, столько же зеркал, где можно бахнуть селфачи, что мы и делали с Настей. Когда гуляешь по Алачате, складывается ощущение, что в какой-то греческой деревушке. Здесь такие же невысокие белые дома. Растут цветы на деревьях, ставни разноцветные, брусчаточка. Класс. Алачати с Чишме, так же как и Измир, раньше в основном были заселены греками. И, соответственно, дома они строили, как у себя на родине. Но в Измире большая часть города сгорела в начале 20 века. Поэтому, как такового исторического центра там нет. А вот в этих деревушках архитектура осталась старая. И для меня это на 100% плюс, потому что, как я уже сказал в начале, мы приехали в самую европейскую часть Турции. Это правда чувствуется. И архитектура играет в этом немаловажную роль. Алачати больше похож на какой-то европейский южный город, чем на турецкий. Особенно если убрать 2 мечети и 5 раз в день молитвы, которые, кстати, намного тише, чем в Стамбуле, и не мешают тебе спать по утрам, то здесь люди, которые выглядят абсолютно по-европейски. Я ни разу за 4 дня не видел здесь женщин в турецкой традиционной одежде. В кафешках чаще можно услышать американскую или французскую музыку, чем турецкую. Никто тебя не зазывает, не кричит «Наташа, пошли со мной» и так далее. Архитектура, чистота, безопасность – все на достойном уровне. Я правда думаю, что Алачати – это классный выбор, если ты хочешь прилететь в Турцию, но чувствовать себя больше как в Европе. А еще это хороший выбор, если вы подустали и хочется поехать отдохнуть на море в спокойном темпе. То есть не ездить еще полдня по разным обалденным локациям в городе, а просто побыть на море. Потом пойти и бесцельно погулять по красивому центру. Максимум вкусно поесть вечером. Я думаю, что Алачати идеально для этого подходит. Но, правда, в середине октября море уже достаточно прохладное,
Купаются в нем только самые закаленные. Если в Анталье или на Кипре каком-нибудь в это время можно еще купаться в море, то в Алачате и Чешме лучше ехать с июня по сентябрь, так как они находятся чуть севернее. А если минимально куда-то захочется поехать, то рядом с Алачати есть отличный вариант – город под названием Чешме. Между городками ходят такие маршрутки, и главное, что нужно знать про них – если ваш рост 192 сантиметра, ехать будете вот так. Исторического центра в Чешме намного меньше, но есть пара достопримечательностей и особенностей, ради которых стоит приезжать. И прежде всего, это крепость Чешме. Крепость, наверное, самый главный символ Чешме, потому что по красоте старого города затмить Алачати будет очень сложно. А вот крепости там нет, а в Чешме есть. Ее построили в 14 веке генуэзцы для защиты от нападений пиратов. Потом ее захватили османы, реконструировали. Но в 17 веке она была снова разрушена уже в войне с венецианцами. И вот в 18 веке ее уже восстановили, в принципе, к современному виду. К чему я все это? История очень интересная штука. Она находится, эта крепость, на краю Азии. Но ее история связана прежде всего с Турцией и Италией. А еще с нее видно Греция. Но про это чуть позже. Отсюда открывается самый лучший вид на бухту, яхтенную марину, город и, естественно, вид реки на очередном холме. На крепость можно забраться, внутри есть археологический музей и театр, где каждый июль проходит международный музыкальный фестиваль. Прямо как в афинском Эдонге рода Аттика. Но есть еще одна вещь в Чешме, которая попала прямо в сердце. Чешме — это очень интересное место, потому что сейчас за моей спиной вы видите Турцию. Я поворачиваюсь на 180 градусов, и за моей спиной уже греческий остров Хиос. Круто! Сидеть на набережной в Чешме, пить чаечек и так посматривать на Грецию. Правда, чай может быть под проливным дождем, но так случается нечасто. Я никогда в жизни не слышал про этот остров до поездки, но, как оказалось, Хиос — это просто огромный остров, 50 километров длиной и шириной 12 километров. И он 10-й по величине в Средиземноморье. В общем, стыдно. Обязательно туда слетаю когда-нибудь. Расстояние между Чешме, главным городом полуострова Чешме, и Хиосом, главным городом острова Хиос, да, оригинальностью в этих местах не отличаются. Всего лишь 12 километров, а в самой узкой точке между островами всего лишь 7. Так что с крепости в хорошую погоду Греция видна очень хорошо. Но лучший вид с нее открывается на яхтенную марину. Стоять на смотровой башне древней крепости и рассматривать современные яхты – это мой отдельный кайф. Чешме похож не только на турецкий или греческий город. В марине сделали вот такие канальчики, столики возле воды. Дома похожи по цвету на венецианские, даже есть несколько на сваях. В общем, чуть-чуть похоже на Венецию. Правда, там нет яхт в центре города, но опустим эти детали. Обязательно там погуляйте. Рядом с мариной в Чешме хочу рассказать про блюдо, которое называется кумрю. Есть несколько версий его создания. По одной из версий человек, который придумал кумрю, был из Чешме, по другой версии из Измира. Но сама суть, что этот человек служил на американском флоте, их там кормили гамбургерами. Ему очень понравилось это блюдо, и он решил, когда прилетел домой, приготовить такой же гамбургер в Турции, в Чешме или в Измире. Но не все были ингредиенты, и поэтому получился гамбургер из турецких ингредиентов. Оно очень вкусное, обязательно попробуйте, когда будете в этом регионе. Да? Ну как? Ну, прикольно, что здесь есть несколько видов мяса, но булочка слишком толстая. А несколько видов какие? Колбаска и еще какое-то мясо. Но в целом вкусно, мне нравится. Судя по всему, кумрю здесь это ходовой товар, потому что мы встречали даже целые заведения, в которых готовят в основном только разные виды кумрю. Но мой топ в Турции по идее напиткам, я думаю, помните. Это турецкий чай в маленьких чашечках или свежевыжатый апельсиновый сок.
Можно даже скумбрю, почему нет, но это не обязательно, а обязательно с хорошим видом. Если же говорить про сам старый город, то он состоит из одной основной улицы и нескольких рядом. Не густо. Но классно то, что он примыкает к набережной, в отличие от Авачати, где нужно идти от центра до моря километра 3-4. В конце хочу показать одну вещь из Чешме, которая мне совсем не понравилась. Я размышлял, стоит это показывать или нет, но в итоге решил, что нужно. Потому что я хочу быть с вами максимально честным и объективным в своих видео. Город здесь. Ух ты. Внутри какого-то здания. Как будто бы какая-то здесь была раньше церковь, а теперь сделали рынок. Я такое не одобряю. А здесь, походу, когда-то был алтарь. Да, вон даже остались фрески. Да. Мне кажется, что не стоит в таких местах делать рынок. Во всех турецких городах предостаточно других базаров. И еще про один минус. Так как в этих местах в основном отдыхают местные и почему-то немцы, мало кто говорит на английском языке. Но даже люди, к которым мы обращались, и они не говорили по-английски, были очень доброжелательными, всегда старались помочь, и практически всегда мы в итоге как-то понимали друг друга. Ну что, пришло время заканчивать видео, подводить какие-то итоги. И хочу сказать, что мы провели в Турции 5 дней. Из них 3 дня было в Авачати, 1 в Измире и 1 в Чешме. И вот нет ощущения, что в ком-то из городов мы провели слишком много времени или слишком мало времени. Вот идеальное количество дней для каждого из этих городов. Начну с Измира. Если честно, то он меня очень даже сильно подразочаровал. Потому что, это огромный город, здесь живет 3 миллиона человек, но здесь практически нет достопримечательностей. Если взять города с 3 миллионами человек, плюс-минус, то это будет Киев, Минск, Берлин или Мадрид. Я даже не буду говорить про Берлин и Мадрид, но в Киеве и в Минске будет больше интересных достопримечательностей. Я понимаю, что это непопулярная фраза, мне не понравился этот город, но я с вами делюсь тем, что я почувствовал. Я не хочу что-то приукрашивать. Дальше. Авачати и Чешме. Вот эти места попали прямо в сердце. Я большой любитель греческой архитектуры, скажем так, и эти городки мне очень понравились. И они очень цветущие. Там всякие фиолетовые деревья, лимоны, лаймы, апельсины, оливковые рощи. Круто. И мы в октябре скупались в море. Я думаю, что это отличное место, чтобы приехать даже на морской отдых в Турцию. Вместо Анталии или Кемера, или Белека, или что там еще есть. И туркиш приезжают именно в эти места. Это как раз курорты для местных. А они-то знают, куда нужно ехать. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Если вам понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, это очень важно. В ближайшее время я буду стараться выпускать видео каждое первое число нового месяца, так что будет много новых видео, подписывайтесь. Спасибо. Все, всем удачи, всем пока. Путешествуйте, это круто.